Дикий Запад – эпоха, которая оставила неизгладимый след в истории Соединенных Штатов Америки. Этот период, охватывающий примерно вторую половину XIX века, ассоциируется с ковбоями, индейцами, золотыми лихорадками, дуэлями на главной улице и бескрайними просторами прерий. Однако за романтизированными образами, созданными литературой и кинематографом, скрывается сложная и многогранная реальность. Дикий Запад как явление начал формироваться в середине XIX века, когда США активно расширяли свои территории на запад. Это было время масштабных миграций, освоения новых земель и конфликтов между переселенцами и коренными народами. Закон о Гомстед-актах 1862 года, который позволял каждому гражданину США получить участок земли на Западе при условии его освоения, стал катализатором массового переселения. Однако освоение новых территорий сопровождалось многочисленными трудностями. Переселенцы сталкивались с суровыми климатическими условиями, нехваткой ресурсов и враждебностью со стороны индейских племен, которые защищали свои земли. Конфликты между колонизаторами и коренными народами часто перерастали в кровопролитные войны, такие как война за Черные холмы или битва при Литл-Бетхорне. Одним из самых узнаваемых символов Дикого Запада является ковбой. Эти отважные наездники, управлявшие стадами крупного рогатого скота, стали олицетворением духа свободы и приключений. Однако реальная жизнь ковбоев была далека от романтических представлений. Это был тяжелый и опасный труд, связанный с постоянными перегонами скота на большие расстояния, риском нападения диких животных или бандитов. Скотоводство стало одной из основных отраслей экономики Дикого Запада. Крупные ранчо, такие как Кинг-ранч в Техасе, занимали огромные территории и приносили своим владельцам значительные доходы. Однако с развитием железных дорог и появлением новых технологий традиционный образ жизни ковбоев начал уходить в прошлое. Еще одним важным аспектом жизни Дикого Запада стали золотые лихорадки. Первая крупная лихорадка началась в 1848 году в Калифорнии, когда на реке Американ-Ривер было обнаружено золото. Это событие привлекло тысячи старателей со всего мира, надеявшихся разбогатеть. Однако лишь немногим удалось найти значительные запасы драгоценного металла, а большинство столкнулось с тяжелыми условиями жизни, болезнями и разочарованиями. Золотые лихорадки способствовали быстрому росту населения западных территорий и развитию инфраструктуры. Однако они также привели к экологическим проблемам, таким как загрязнение рек и разрушение ландшафтов. Дикий Запад часто изображается как место, где царил хаос и беззаконие. Действительно, в некоторых городах, таких как Джордж-Сити или Томстоун, уровень преступности был высоким, а дуэли на улицах стали обычным явлением. Однако постепенно на Западе начали устанавливаться элементы правопорядка. Шерифы, такие как Уайатт Эрп и Пэт Гарретт, стали символами борьбы с преступностью. Судебная система на Диком Западе была далека от совершенства, но она постепенно развивалась. Появление железных дорог и телеграфа способствовало укреплению связи между удаленными регионами и центральной властью. К концу XIX века многие территории Запада были уже достаточно цивилизованными. Одной из самых трагических страниц истории Дикого Запада стало уничтожение коренных народов. Индейцы, которые веками жили на этих землях, были вынуждены бороться за свое выживание. Колонизация привела к массовому истреблению индейцев, разрушению их культуры и традиционного уклада жизни. Правительство США проводило политику насильственного переселения индейцев в резервации, что часто сопровождалось жестокостью и несправедливостью. Одним из самых известных эпизодов стала «Дорога слез» – принудительное переселение племени Чероки, в ходе которого погибли тысячи человек. Эпоха Дикого Запада закончилась к началу XX века, когда США завершили освоение своих западных территорий. Однако ее наследие продолжает жить в культуре и сознании людей.
Ковбои, шерифы, золотоискатели и индейцы стали героями бесчисленных книг, фильмов и телесериалов. «Дикий Запад» — это не только история приключений и романтики, но и напоминание о сложных и часто трагических событиях, которые сопровождали становление современной Америки. Это эпоха, которая учит нас ценить свободу, но также помнить о цене, которую приходится платить за прогресс. Это время, когда мечты о свободе и богатстве сталкивались с суровой реальностью, а героизм и жестокость шли рука об руку. Сегодня, спустя более чем столетия, мы продолжаем восхищаться этой эпохой, но также стремимся понять ее уроки и осмыслить ее наследие. Если вам понравилось, поддержите канал, подпишитесь, чтобы не пропустить новые материалы. Ваша поддержка вдохновляет меня на создание еще большего количества интересного и полезного контента. До новых встреч!